Hola, amigos, друзья! Всем привет, доброе утро! Я делаю, знаете, такой завтрак. Покажи. Я беру тунец, беру майонез. Мы это смешиваем, отвариваем яички и делаем такие половинки. Будем фаршировать эти яички. Как я сделаю, вам покажу. И вот такая красота у нас получилась. Белковое убийство. Ну что, я позавтракала, иду на тренировку с мусором. Ой, что я такая большая, кажусь. Но может и не кажусь, кто знает. Здесь, кстати, у нас вот парковочка. Здесь мы выкидываем мусор. Да, и вот тут у нас стиралка, сушилка на дом. Так что у нас нет в квартире этого добра. Мы пользуемся общественным. Но у нас лето в самом разгаре. В общем, я уже сходила на тренировку. До тренировки я записывала вам большое видео, но оно не снялось. Видимо, я забыла нажать кнопку записи. Ну ладно, бывает. В общем-то, один из вопросов был, мне говорят, ну вот ты идешь, снимай все, что происходит, все, что вокруг, рассказывай о чем-нибудь. Ребят, блин, да, Уругвай одна из самых безопасных стран в Латаме, но это все равно Латам. И я снимаю только безопасные, так сказать, моменты. Здесь все равно выхватывают телефоны, воруют. И причем в последнее время такие инциденты участились. Срывают золотые цепочки, выхватывают телефоны, выхватывают сумки. Могут даже с ножами напасть. Вот прям в последнее время почему-то обострилось. Поэтому я не снимаю вам. Поэтому я снимаю только так, аккуратно. Вот решила вам сейчас после тренировки снять. Ну, конечно, в целом все спокойно. Я иду, снимаю, как видите. У нас лето, жара. Я вся обмазалась солнцезащитным кремом. Я надеюсь, это запишется. Если не запишется, и все, я бросаю это блогерство. Так, что еще? На пилатес я хожу. Господи, они мне мешают. На пилатес я хожу 2 раза в неделю. Вообще в этом году, на самом деле, поставила себе цель похудеть. Потому что я заколебалась. Я думаю, вы сами заметили, что у меня присутствует лишний вес. Но, кстати, вот задыхаюсь я не из-за лишнего веса, а из-за того, что, во-первых, здесь такие крутые горки, знаете, экстремально. Вот уже выйдешь погулять, уже спорт. Во-вторых, невыносимая жара. Я не знаю, печет так. Причем даже не печет, знаете, вот такая вот такой застой, как перед дождем. Очень душно. Вот, и в общем я задыхаюсь. Ну вы и сами видите, то есть видите, наклон вот так вот идет в горку. И так постоянно. Если смотреть назад, то он идет наоборот вот вниз. Так, о чем я там говорила-то? О лишнем весе. В общем, когда я ушла полностью в работу, у меня не было даже времени готовить, не говоря о спорте уж каком-то, и все такое. Вот. Поэтому, конечно, за года все это копилось. И уже пора с этим что-то сделать. Вот, я решила с вами поделиться, потому что как будто ты кому-то что-то пообещал, и уже будет больше мотивации это сделать. Да, чтобы, ну, типа, не опозориться перед вами. Ну, посмотрим. Я кринжа не боюсь. Так-то. Так, ой, господи. Ну, капец, будете слышать только мои вздохи-лохи. Мне такое не нравится, конечно. В общем-то, я решила показать свой день. Ну как, тоже день. Я проснулась только в час дня. Пошла завтракать. Ну а что? И что-то не сделать. Реально ничего. Сходила на тренировку. Еще у нас по планам сходить, оплатить коммунальные платежи. И что еще? Купить продукты. Видео о ценах на базовую продуктовую корзину уже у меня есть на канале. Поэтому, ну, я так покажу,
Короче, что мы купим, то и покажу. Так вот, еще спрашивают про машину. У нас нет машины. Мы исключительно ходим пешком, нам очень нравится. Во-первых, после Таиланда реально скучаешь по прогулкам. Тебе реально не хватает того, что ты можешь дойти пешком до магазина, я не знаю. Да, то есть в Таиланде-то, конечно, у нас была машина. Без машины там никуда, или байка, да. А здесь мы выделили себя, не надо машину, а все в пешей доступности, потому что мы живем в таком районе. Можно наконец-то погулять, можно сбросить лишний вес. Это, знаете, хоть какое-то минимальное движение в твоей жизни на ежедневной основе. Поэтому мы не хотим от этого отказываться пока что. Ой, я надеюсь, я нормально буду звучать. Еще все красное после тренировки, короче. А, вот что еще. После тренировки точно я же задолбалась. Все, я дома. Если вы не поставите лайк, то нет вам прощения. Потому что я чуть не умерла там. Ради вас. Имейте в виду. В общем, все, мы оплатили коммуналку. Слева или справа, я не знаю, как там будет у вас показываться, вы видите Абитап. Это что-то типа нашей почты, только там нет почты, а вы просто оплачиваете разные платежи. Там за аренду, за коммуналку, гастас коммунас, но это тоже коммунальное. В общем, все подряд. Мы сейчас в магазине. Скидки разные есть. Пойдем дальше, посмотрим. Ой, кстати, мне тоже томатная паста нужна. Вообще много скидок, так на все, да? В общем, кучу скидок, я не знаю, в честь чего. В общем, очень много скидок на все в Тиенье-Инглесе. Так что имейте в виду, кто здесь живет. Вот, кстати, в какую стоимость здесь Милка. Очень дорогая. Да, в принципе, здесь почему-то шоколад очень дорогой. Не знаю почему. Вы можете стопать видео и рассматривать. Вот мы, в общем-то, закупились. Распаковку буду делать в шортс. Вот. И хотела вам показать, что на кассах очень часто выдают различные купоны. Вот нам выдали на 15% скидку. Просто на любую покупку потом суете купон и вам сделают скидку. Но это вообще очень приятно. Тут у нас достраивают торговый центр, я так понимаю. То ли парковку расширяют, то ли торговый центр сам. Вот. Все, мы закупились продуктами. Сейчас идем домой. Тут, кстати, на территории торгового центра даже есть казино. Вот. Так что так и живем. Считай, Лас-Вегас. Ну что, снимаем распаковку. У меня 2 огромнейших пакета. И распаковку я сделаю в шортс. Поэтому, как выйдет это видео, имейте в виду, значит, на следующий день выйдет шортс на эту распаковку. Ракурс, конечно, не очень удачный, но у нас мало выбора, понимаете? Мало места. В общем-то, вы поняли, что распаковку я вам покажу в шортс, да? И мы вместе с вами продолжаем, собственно, мой день. Я сейчас буду готовить ужин. Я люблю максимально простые рецепты, которые вот приготовила, все, несколько дней вы это едите. Поэтому я сейчас буду готовить сердечки в таком азиатском стиле, да, в соевом соусе с чесночком. И я сразу же еще буду запекать в духовке курицу, потому что я люблю вот в один раз совсем разобраться, и все. В общем-то, я их промыла, и сейчас мне нужно, ну, отрезать вот все лишнее, так сказать. Пока хотелось обсудить с вами вот вопрос по поводу работы, потому что меня часто спрашивают, кем там работать, возможно ли вообще найти работу в Уругвае. Ну, ребят, конечно, все возможно, но сложно. Все-таки страна тебя ограничивает в зарплате, ограничен тем, что все-таки нужно знать язык, если ты будешь работать на местном рынке. Ограничение то, что эта страна дорогая. То есть вы должны понимать, что, ну, $1000, грубо говоря, у вас тут будет уходить на жилье. Всегда все сложно, но возможно, в общем-то, как везде, понимаете, здесь нет какой-то
какой-то разницы. Допустим, в Чехии у тебя тоже будет сложно с работой, если ты не знаешь чешского. Опять же, в Чехии больше возможностей, как раз-таки потому что, в то время, когда мы там были, существовало множество агентур, которые русских, украинцев устраивали на склада, на заводы, на какие-то кухни, предприятия, да, и ты мог, в принципе, там вариться без языка. Здесь сложно будет, потому что даже мы, когда только прилетели, заселялись в отеле, казалось бы, отель, да, туристы, даже в отелях некоторых с натиском они говорят на английском, а некоторые вообще не говорят на английском. И нам приходилось через переводчика, да, что-то спрашивать, уточнять, переводить. Более скажу, даже вот мой тренер по пилатесу, она уругвайка, она работает на 2 работах, чтобы обеспечивать себя и чтобы помогать своим детям, которые тоже работают. То есть вы должны понимать, да, что даже для уругвайцев это тоже тяжело тут с этим. Многие писали: делайте, пожалуйста, указывайте цены в рублях, в гривнах, в долларах, чтобы все было понятно. Я это прекрасно понимаю, что это будет удобнее вам, но мне это будет неудобнее, потому что мне больше монтировать. Но, тем не менее, я буду, конечно, стараться. Но когда, знаете, у вас уже нет сил, можно взять калькулятор и посчитать уж на крайняк. Простите, конечно, но иногда реально нет сил. Кстати, насчет сердечек, кто не знает, да, лучше их готовить сразу после покупки. Из-за того, что в них кровь, они очень быстро приходят в негодность. Я уже научилась пару раз. Сколько раз мы покупали эти сердечки, вы бы знали. И они у меня постоянно стухали. В этот раз я решила, я их куплю и приготовлю в первый день. Я подгляну рецепт. Ой, гроза идет, я не знаю, слышно вам, нет? Гром так чуть-чуть. Рецепт прост. Моем сердечки, отрезаем от них лишнее и мелко нарезаем чесночок. Чем мне еще нравятся сердечки, они быстро готовятся. И прям пока у меня жарятся сердечки, я сразу же в духовку кину курицу. Все. Про продукты, кстати, спрашивали, есть ли тут гречка, как вообще с питанием, отличается ли питание как в странах СНГ. Я могу сказать, что нет. Гречки, конечно, здесь есть, хотя здесь, по-моему, гречки... Все, у меня уже запуталось. Гречка, к которой мы привыкли, здесь нет. Но здесь, по-моему, есть зеленая гречка. Лук ядреный. Я просто плачу, потому что ты до сих пор на меня не подписан. Подпишись, пожалуйста. Ой, ребят, лук просто ядерный. Я просто не могу даже открыть глаза. Мы подыхаем тут как твари, нахуй. Подыхаем! Такое видео, конечно, то я задыхаюсь, то я плачу, то я красная как рак после тренировки. Многие мне еще писали, что я медленно говорю, или, может быть, для кого-то странно говорю. Да, такое есть. Ну, во-первых, я давно не живу в России. У меня немножко другой, я думаю, уже говор стал чуть-чуть. Более того, когда ты пожил уже в разных странах, нужно делать какой-то свой акцент, свой говор. Более того, в моей голове 5 языков. Иногда для меня тоже трудно между ними переключаться. И иногда трудно формулировать свои мысли. В общем, в голове иногда такая каша-малаша. Условно, помазанка. Помазанка – это такая смесь, не смесь даже. Помазанка – это как что-то типа сливочного сыра, который ты, не только сыр это может быть, да, который ты мажешь на хлеб. Я даже уже не знаю, как это по-русски, понимаете? Я не знаю такого слова, как это называется по-русски. В Чехии это помазанка. Все, я не могу говорить по-другому. Я знаю единственное слово. Заградка. Заградка – это
Ну, как типа свой мини-дворик, что ли. Тоже по-русски вот я не знаю этого слова. Я не могу даже вспомнить. У меня пустота в голове, у меня вот мои родные слова, можно сказать. Поэтому, если вам кажется, что я говорю медленно или как-то странно, отстаньте от меня. Вот я такая. Я люблю, знаете, все такое живое. Вот даже я готовлю, просто с вами болтаю. Мне нравится такой формат, потому что это жизнь. Это не ИИ. Это не инстаграмная картинка. Это вот как оно есть. Мне вот такое нравится. Так что если вам кажется что-то странным, пусть кажется. Мне пофиг. Все, я перемешиваю лук, чеснок, горчицу и соевый соус я перемешала. Вот, собственно, курицу я покрываю такой шапочкой. Ну что мы имеем? Вот такие сердечки. Посмотрите. Курочка запекается. Воду поставила на макароны. Конечно, с рисом эти сердечки будут более уместны, но нет, не сегодня. Я сварю макароны. Неплохо. Кто не любит сердечки, вот попробуйте их приготовить с соевым именно. Но к нам приходит гроза. Будем ужинать под дождь, под грозу, смотреть сериал и наслаждаться вечером. В общем-то, вот такой у меня день выдался. Надеюсь, я поотвечала на некоторые вопросы, которые вас интересовали. Если у вас есть еще вопросы, я с радостью отвечу. Мне не жалко. А ужин, я думаю, вы поняли, что у нас будет. Но у меня еще, конечно, роллы есть. Так, секретик. Спасибо за ваше внимание. Мне очень приятно, когда вы ставите лайки на видео. Всем пока-пока. Чао.